Решила снять наглядное видео, сколько же набирать петель для шапки при вязании спицами. Как снять мерку и оставить ниточку, на которой будем набирать петли, чтобы попасть именно в размер. Особенно это актуально, если вы работаете удаленно с клиентами. Вы живете в одном городе, ваши клиенты живут в других. Если вяжете на себя или человек, которому вы вяжете рядом с вами, можно с него снять мерочку по голове. Это делается так. Берем кончик пряжи, завязываем узелок, вот так. Вот узелочек, это будет отправная точка, откуда будем мерить. Хвостик я расскажу в конце видео зачем. И прикладывая к голове, например, к колбу или здесь, неважно, придерживаем рукой и начинаем обматывать голову, обхват головы вокруг. Так, манекен у меня своеобразный, конечно же, он скользкий. Так, один раз от узелка до узелка, вот так вот. Второй раз от узелка до узелка. Когда вы примеряете на себя, вы видите натяжение нити. Вот. Какая будет шапочка. Посвободнее, значит, не очень плотно. Если нужно, чтобы шапка сидела очень плотно, значит, потуже ниточку мотать. И третий раз. Так, придерживаем. И третий раз обматываем эту нитку вокруг. Все, мы отмерили количество, вернее, длину нити, нужное для количества петель, которые наберем на шапку. И у вас обязательно сойдется ваш рисунок, который вы хотите вязать на шапке. Не придется распускать и снова набирать. То есть будьте уверены, что такой способ позволит вам набрать именно нужное количество петель. Вот отсюда начинаем набор нити, доходим до уголка, до узелка, и это будет означать, что вы набрали петли именно на ваш размер. Зачем этот хвостик? Хвостик распускаем, когда набрали, и здесь добавляем петли с этого хвостика для раппорта рисунка, если он у вас есть. Допустим, вы вяжете аранами или косами или каким-то другим рисунком. И также петельку для замыкания нити. То есть, если вы набрали четное количество петель, у вас получилось до узелка, а для замыкания в круг, чтобы шапочку вязать, нужно добавить еще одну петельку для нечетного количества. Вот отсюда ее берем. Лишний хвостик потом можно заправить или затянуть хорошо петлю, обрезать. Это уже на ваше усмотрение. Дальше. Если у вас клиент живет удаленно, да, просим его снять мерочку такую же вокруг головы. Обратите внимание, что эта мерка снимается не с ушами, а вокруг именно головы. Вот здесь у меня 52 сантиметра у манекена голова. Также точно делаем узелок на нитке, кончик ниточки оставляем, сколько, да, сантиметров 10. Делаем узелок и откладываем 3 раза. То есть 52, еще раз 52 и еще раз 52. Отсюда начинаем набор уже ниток. И шапка будет по голове клиента. Какую еще мерочку спросить у клиента? Глубина шапки. Глубина меряется, если нужно поглубже, значит
от мочек, от края мочек измеряем и до края второй мочки. Вот это значение делим пополам. Например, у меня получилось это для манекена, если я буду вязать, 15 сантиметров глубина шапки. Вяжем на эту длину саму шапочку и с отметки 15 сантиметров начинаем формировать уже макушку. Именно делать закрытие петель. Чем же отличается глубина и высота шапки? Глубина как раз вот это значение 15 сантиметров, то есть 30 сантиметров объем, сам объем вот этой шапочки, которая будет садиться до ушей или до края мочек, в зависимости, что хотите получить результат или ваш клиент. А высота шапки это от края и до желаемой высоты. Высота у бини может быть и 60, и 70, и 50 сантиметров, чтобы ее было удобно подворачивать или на затылке, или сделать отворот такой, чтобы носить как обычную шапочку. Вот это называется высота. И не путайте ее, когда просите снимать мерки у клиента. Глубина именно вот это, а высота именно какой высоты будет шапочка, потому что можно не попасть в этот размер и связать, допустим, высокую как бини, тогда как клиент хочет именно по голове. Вот такие небольшие советы помогут вам всегда вязать ваши шапочки в размер и не перевязывать вот эти вот наборные ряды, первый ряд.